За последние 7 дней плюс $2000, например, только в ручной торговле, как раз таки по данной стратегии, которую сейчас буду показывать. И за 30 дней именно по этой стратегии плюс $5843. Остается 6 секунд, буквально прям, ну вот срезает на последних секундах, ну просто посмотрите. В этом ролике я вам покажу стратегию, по которой работаю сам сейчас, то есть просто обычно классическая ручная торговля без лишних каких-то индикаторов, то есть все по минимуму будет, чтобы было максимально ясно, максимально просто и максимально понятно. Также расскажу, как правильно пользоваться дневником трейдера и вообще зачем он нужен. Давайте сразу перехожу к практике. Не забываем, что торгую в торговом терминале, ссылка на который находится в описании под видео. Просто легко его получить, регистрируйтесь, получайте доступ и используйте. Перехожу на торговую платформу. Здесь что делаю? Открываю OTC, поскольку сегодня выходной день, можно выбрать все OTC или же, например, только валютные активы. Давайте валютные оставлю, крипту акцию не будем сейчас трогать, пускай будут только валютные. Закрываю и делаю массовое переключение. Все, теперь у меня как раз таки только валютные активы. Далее отдаляю график для того, чтобы мне видеть как можно больше информации, для того, чтобы понимать, где какие уровни, где какие зоны, чтобы все это видеть. Следующим шагом быстренько переключаюсь, просто смотрю, насколько комфортное отдаление, то есть насколько комфортно мне будет работать. Все, меня вполне все устраивает. Теперь я нажимаю такую кнопку, называется менеджер. Что такое менеджер? Это торговый менеджер, который помогает проводить торговые сессии. По дефолту мы не ведем никакие записи в торговый менеджер. То есть, если вы будете хаотично сами по себе открывать сделку, там, ну, даже по тому же мартингейлу, то записей никаких в дневник трейдера и в менеджер не будет. Менеджер — это инструмент, который непосредственно, как ваш некий небольшой наставник, подсказывает, что нужно делать на каждом из шагов. То есть мы можем для начала выбрать свою торговую стратегию. Например, пусть это будет мартингейл или каскадный мартингейл, мазаньелла, антимартингейл, догон на компенсацию или свободная торговля. То есть когда вы как раз-таки хаотично торгуете, но запись идет в дневник трейдера. То есть специально сделана отдельно сносочка такая, свободная торговля со всеми записями. То есть на текущий момент у меня за весь период здесь небольшие результаты. Почему? Потому что я торгую сейчас на долларовом счете, до этого торговал на рублевом. И при переключении как раз-таки доллара на рубли, то есть на самой бирже, на Pocket Option, мы являемся как раз, к слову, прямыми партнерами. Переключаю, если, допустим, на рубли, то, открыв торговый менеджер, у меня здесь будет вся статистика в рублевом счете. Далее, за последние 7 дней плюс $2000, например, только в ручной торговле, как раз таки по данной стратегии, которую сейчас буду показывать. И за 30 дней именно по этой стратегии плюс $5843 именно как раз таки руками можно прогрузить всю статистику и посмотрите просто в целом, когда я торговал, когда работал, сколько сделок и как они закрывались. Здесь все как раз таки отображается. 19 сделок, достаточно хорошая проходимость, 12 плюсов, 10 минусов. Ну и все вы, в принципе, видите на экране. То есть руки наши, все. Вот он, где Грааль находится. Одним словом. Что такое менеджер торговый, как с ним работать? Я выбираю конкретно я лично стратегию Мартингейл. Да, высокий риск, при этом и зарабатываешь быстро. То есть при правильном подходе, когда у тебя есть уже отработанная стратегия, двигаться можно очень быстро. Здесь мы выбираем первую сделку сумму. Например, для новичков всегда рекомендую только $1. Самый минимум, который только возможен в долларовом эквиваленте. Я буду выбирать, давайте, $90. Это как раз более-менее подходящая сумма, да. Почему? Потому что на моем VIP-аккаунте максимальная сумма сделки на $5000. Я не могу ее превысить, поэтому 4638 как раз-таки укладывается. Множитель 2,2, шагов 6 выбираю, выплата 92%. Выплату не обязательно менять, это не более чем для расчета вам помогает. Некий подсчет, расчет сделать, распределение суммы депозита, сколько вы заработаете с каждой сделки. Я выбираю пусть 92, поскольку я в основном открываю сделки только на доходных активах с 92% доходностью. Цель ставлю 12%, стоп-лосс можно включать, не включать. По сути, когда вы выбираете мартингейл, ваш стоп ограничивается вот этой суммой сделки. То есть необходимый баланс $8428. Цель 12%, естественно, до цели я редко дохожу, то есть я закрываю несколько плюсов и останавливаюсь. Далее, можно включить таймер сессии. Что такое таймер сессии? То есть вы, например, выбираете на 15 минут или на 30 минут. По прошествии этого времени вас автоматически выкинет с торговли. Неважно, будет у вас плюс, неважно, будет у вас минус на балансе, неважно на каком шаге. Почему? Для того, чтобы вовремя вас остановить, чтобы у вас не включилась никакая дофаминовая зависимость, то есть и адреналин
момент, когда у вас, допустим, минусы идут, чтобы вы просто остановили торговлю и пошли отдыхать. Да, это символическая остановка, по сути, завершает вашу торговую сессию на том этапе, на котором вы находились. Я нажимаю «Начать сессию», и если когда у вас сессия автоматически закрывается, то есть текущая, да, то вы, конечно, хаотично можете руками продолжить открывать сделки. Вы можете запустить менеджер, но все-таки мы стараемся вас предостеречь. То есть все, остановись, время вышло. Ты новичок, 30 минут поработал, время вышло, если ты себя ограничивал. Не ограничиваешь, пожалуйста, можно, как я, не ограничивать. Видим, запустился у меня как раз-таки торговый менеджер, вот он, Мартингейл, можно нажать, откроется он сам как раз-таки. Все записи будут идти теперь в дневник, то есть видим Мартингейл, активная торговая сессия. Замечательно, включаю за сегодня, замечательно, все видно. Далее нам показывает, на каком текущем шаге мы находимся, то есть первый, второй, третий, четвертый или далее. Также, первая сделка. Раз я снял 90, я прям нажимаю на сумму. Все, $90 будет автоматически проставляться. Далее я могу либо просто множителем переключать данные суммы, то есть у меня уже стоит здесь множитель, он не соскакивает, как на бирже, он всегда остается на месте. Или же, например, откатиться, либо выбирать сумму следующей сделки, перекрытие прямо отсюда, то есть быстрая подстановка сумм. Автоматически не подставляем, чтобы вы сами могли хоть немножечко контролировать процесс. Если все за вас будет делать терминал, вы просто привыкнете, расслабитесь, и мало ли что, просто будете забывать в других ситуациях переключать суммы и прочее. То есть, ну, голову-то нужно включать. У нас такое понимание. Далее, что за стратегия? Открываем два индикатора. Называется Average Support Resistance и Adaptive Trend Finder. Можно найти их в индикаторах. То есть это Adaptive Trend Finder, то есть он уже открыт как раз-таки на графике, видим, помечен, и Average Support Resistance. То есть два индикатора, которые нам необходимо. Average Support Resistance — это как раз-таки уровни поддержки сопротивления. Видим, на графике они обозначены как зеленые, красные, серые и синие линии. Что значит красная линия? Это зона сопротивления, то есть куда график стремится, то есть к этой зоне. Зона сопротивления — то место, откуда график может отскочить, то есть откуда теоретически можно продавать. Зона поддержки — это зеленая, то есть откуда можно покупать, то есть откуда график может оттолкнуться. Синие зоны — это от которых уже была какая-то реакция, отскока или же, например, вниз или наверх. То есть был уровень образован, произошел отскок, линия стала синей. И серые зоны — это как раз-таки либо предыдущие уровни, как раз-таки, либо текущая зеркальная. То есть если мы здесь будем продлевать, то мы увидим этот уровень как зеркальный. И как раз-таки адаптивные трендовые — это показывает текущий наш локальный тренд. Далее я сбрасываю зум, давайте немножечко отдалю, чтобы видеть ситуацию, и посмотрю, что, куда можно войти. И буду объяснять свою уже как раз-таки логику, почему вхожу в сделки. Нашел такую ситуацию. Что мы здесь видим? Видим, что у нас был синий уровень. Это уровень, уже бывший уровень сопротивления, точнее, предыдущий уровень сопротивления, от которого были реакции. Отсюда я буду продавать, то есть открывать сделку вниз на $90. Жду 4 секунды и снова свечи открываю вниз, потому что очень хорошо подходит. Сделал продажу, то есть открыл сделку на понижение на 1 минуту. На минутном таймфрейме, к слову. Потому что мы уже по предыдущим адаптивным как раз линиям были у границы как раз-таки. То есть, по сути, на отскок от этой линии отрабатываю. Сейчас, видим, у нас адаптивная перестроилась. Это не суть, это не страшно. Видим, серая линия стала. То есть, по факту может произойти слом. Но я здесь нажал продавать, поскольку у нас была реакция от данного уровня синенькая. То есть, одно касание, два. Суммарно у нас получается по 3 точкам уровень. И сейчас новое касание. Отсюда я продал против тренда, против текущего тренда. В исключительных случаях так делаю, когда есть уже синий уровень, уже видно, что от него была реакция, то есть имеем мы подход к этому уровню и имеется наклонная как раз-таки. Готовлю на всякий случай догон на тот случай, если будет минус. То есть желательно в целом торговать по тренду. Почему я против тренда? Потому что как раз-таки у нас была здесь адаптивная трендовая, то есть наклон. Как торговать как раз-таки по тренду? То есть что можно делать? Например, у нас здесь есть уже уровень, вот такой уровень поддержки. Если у нас есть общий тренд, например, трендовый выстраивается вот таким образом, к примеру, да, линия наверх идет, то мы, когда подходим свечой к этому уровню, открываем на повышение, то есть от данного уровня по тренду, то есть если общий тренд у нас сохраняется. Если же у нас уже происходит слом тренда, то есть уже, например, график начинает двигаться сюда вниз, то, ну, логично, что у нас все, тренд сменился на нисходящее движение. Так, это утрированно назовем. Давайте лучше подберу новую ситуацию и покажу отработку.
Вполне себе интересная ситуация. На $90 готовлю как раз сделку. Здесь что мы видим? Мы видим вот такую вот наклоночку. Давайте проведем. Подходим к данному уровню наклонному. И отсюда буду открывать на повышение. На $90 на 1 минуту. Мы можем уйти ниже. Запросто можем, потому что у нас есть ближайший уровень поддержки. Вот здесь вот он находится. Почему я здесь вошел в сделку? То есть, по идее, то есть, что здесь вообще в целом может поменяться? Давайте ставлю рисование. У нас есть вот такое вот уже нисходящее, возможно, движение. Есть у нас максимум, есть понижающийся максимум, то есть новый максимум ниже предыдущего уже получается. Далее у нас здесь имеется уровень поддержки. И если мы уходим ниже этого уровня поддержки и рисуем что-то подобное, то у нас, по сути, уже нисходящее трендовое движение. Здесь давайте я все-таки двойной догон готовлю и открываю сделку на повышение. Отличненько открыл, очень хорошо, очень открыл. Хорошая точка входа. Посмотрим, что у нас из этого выйдет, потому что мы немножечко еще не дошли до этого уровня, то есть есть у нас еще движение. Но уровень — это не значит, что цена туда на 100% придет. Уровень — это всегда некая погрешность, поэтому данные уровни поддержки сопротивления показывают некое усредненное значение. И они в себе объединяют там вот разные точки. Например, здесь видим у нас 3 свечи было, мы берем среднее одно значение. Далее, что мы можем увидеть? Что у нас в целом, вот отсюда этот уровень, вот он, этот уровень у нас здесь был. Поэтому здесь все-таки ожидаю. Одна свеча коррекционная — это более чем достаточно для того, чтобы перекрыться в плюс. 3 секунды. По-любому будет плюс. Да, все, отлично, здесь словил плюс. Далее у нас сам торговый менеджер, можем вот открыть, показывает, что на $90 текущая сделка, то есть предыдущие все наши сделки записываются. Закрываю менеджер и просто нажимаю на сделку $90. Все, у нас первый шаг мартингела, вернулись к нему. Вот здесь у нас, например, очень хороший наглядный такой пример. Есть нисходящее движение, то есть есть глобальное вообще в целом нисходящее, то есть мы можем прочертить одну трендовую линию вот такую, и мы видим, что у нас общее движение глобальное, нисходящее. Мы можем включить M15 таймфрейм, посмотреть, что происходит. По M15, так, здесь багу словили, да, по M15 мы видим, что у нас тоже идет нисходящий тренд движения, то есть у нас тренд идет вниз. Но есть здесь небольшой уровень поддержки. Поэтому переходим на график M1, то есть можно M5 включить, чтобы посмотреть текущее по M5 движение, оно нисходящее. У нас также есть на M5 уровень, поэтому здесь бы я сейчас не стал на минутки входить, потому что мы находимся на этом уровне. То есть в идеале ждать какое-то движение, небольшое движение вверх и снова продавать, то есть по тренду. На M1 что мы видим? На M1 мы видим тоже у нас вот он уровень, то есть этот уровень у нас уже был ранее как раз-таки уровень поддержки, то есть было 2 касания. Можно по логике отсюда было продать, то есть если мы дойдем сюда продать, но у нас все-таки нисходящее движение. Мы видим, что ну как мы двигались вниз, то есть прям серия красных свечей, снова хорошо уверенно двигались вниз, снова двигались вниз. То есть здесь мы ждем коррекционное движение кверху, то есть верхнетрендовый, либо к этому уровню, то есть где-то мы можем пересечение вот такое поймать, к примеру. То есть если далее продлеваем, то есть цена, она же не идет не одну свечу, а она за несколько свечей может дойти. И отсюда, к примеру, продаем. То есть может быть где-то вот здесь выход произойти. И с этой точки делаем продажу. К примеру, это как вариант. Есть такой график, отсюда я жму продавать. Почему жму продавать? Потому что мы сейчас идем общее, у нас глобально, давайте посмотрим движение M15, вероятнее у нас будет понижение, да, у нас нисходящее трендовое движение, пока по сути на M15 даже боковик идет, но все равно нисходящее движение. Далее включаем мы M5, что у нас по M5 идет? По M5 идет восходящее движение, но мы находимся в середине, по сути, ну вот этого канала, назовем так, адаптивных трендовых. Перехожу на M1. Что мы здесь видим? Здесь мы видим такое движение, то есть адаптивно-трендовое наглядно показывает некоторые движения. Мы рисуем трендовое, проводим по 2 точкам. Раз точка, 2 точка. И здесь у нас 3 точка. Вот здесь у нас произошел слом движения. То есть сейчас у нас вероятнее сюда коррекционное движение. Попробуем догон открывать. С новой свечой открою сделку вниз. Дожидаюсь 3 секунды, 2 секунды. 1, открыл сделку вниз. Ну, по сути, можно сказать, по новой свече. То есть предыдущая сделка сейчас закроется в минус, я догоном сюда вошел. Будет ли у меня здесь, ну, стопроцентный плюс, это неизвестно. То есть, чтобы вы понимали, невозможно знать будущее. Не бывает стратегий, которые всегда только в 100% или даже в 90% винрейт бьют. Нет такого. Есть некие вероятности. То есть есть у нас как раз-таки наклонка, у нас есть вот здесь небольшое такое движение нисходящее. Посмотрим. Надеюсь, это не такая коррекция выхода из зоны, обманка. Надеюсь все-таки, что здесь мы отработаем в плюс. То есть видим, что у нас сейчас вторая сделка пошла. Готовлю третью на депозите. Небольшой уровень сопротивления есть. Можно сказать, подошли к нему. И отсюда открываю снова на продажу.
потому что все-таки пока что идем вдоль наклонки. То есть третья сделка на понижение. Ожидаю, что все равно здесь вниз мне даст одну свечу. Самое главное закрыться в плюс, поскольку здесь адаптивный наклон, но они все равно идут с погрешностью, по текущему тренду показывают. Когда мы расчерчиваем сами, мы видим, что у нас есть более такие интересные точки. Удаляем все лишнее и давайте дожидаемся окончания этой сделки. Остается 6 секунд, буквально прям, ну вот срезает на последних секундах, ну просто посмотрите, ну да, да, просто дало закрыть в плюс. На самом деле очень рисково был, но реально, ну вот здесь реально повезло просто в данном случае, потому что ну прям на тоненького закрыло. Смотрим, заработано плюс $285. Переходим, $285. 3 минуса, 3 плюса. При этом этого более чем достаточно для того, чтобы стратегия отрабатывала. На графике евро-НЗД нашел достаточно интересную ситуацию. Здесь буду входить в сделку на повышение, на покупку получается. Открываю сделку, открыл. Почему? Наклонка, видим, достаточно хорошо проходит по раз, два, три, трем точкам. Текущее у нас четвертое касание. Плюс у нас был предыдущий уровень, как раз образовал здесь уровень сопротивления. И он превратился в уровень поддержки. Что значит уровень поддержки? Провожу здесь одну горизонтальную линию. Был уровень сопротивления, пробили, стал уровнем поддержки. Посмотрим, насколько этот уровень у нас просто пробьется, не пробьется или уйдет дальше ниже, потому что есть на самом деле куда идти. То есть, по сути, мы можем прийти вот в эту зону. Вот не сразу, как бы не за раз все равно, но запросто можем сюда вот прийти, поскольку у нас здесь идет уровень поддержки. То есть спокойно может вот сюда, вот в эту зону прийти. Поэтому я здесь буду открывать один догон. Опять же скажу, что OTC рынок, он синтетический. В выходные торгует большинство трейдеров именно на OTC. Переходят с биржевых Форекс активов на OTC. Поэтому ситуации немножечко могут меняться. В целом, я скажу, сегодня торговля идет достаточно спокойно. Достаточно предсказуемо, так скажем. Но и в то же время не так, как хотелось бы. То есть хотелось бы, конечно, получше. Поскольку мы вот эту вот наклонку пробили, сюда может скорректировать, как раз-таки взял на покупку. Одна-две свечи может скорректировать, и дальше можем уйти вниз. 3 секунды остается, в последние секунды закрыла в плюс. Вот просто реально опять последняя секунда. В любом случае, это и есть плюс. Плюс есть плюс, как я всегда говорю. Плюс $377. То есть по данной стратегии сейчас заработал. На этом остановлю, то есть завершаю торговую сессию. Можно оставить комментарий к сессии. То есть для чего нужен дневник трейдера? Для того, чтобы делать какие-то заметки. Например, пишем. Сегодня был OTC рынок, работал по стратегии уровней как раз таки. То есть по уровню поддержки сопротивления, по наклонкам. И просто нажимаем завершить. Все, в дневник данная сессия записалась. За сегодня комментарии есть. Мы можем перейти, редактировать комментарии, к примеру, мы можем каждую сделочку подредактировать, что-то не понравилось, например, или там записать комментарий к сделке, или же доходность где-то что-то проверили, не сходится. Ну, как правило, все четко. Потому что автоматически запись происходит. И комментарий оставляйте. Сделка была открыта по такой-то стратегии, такую-то эмоцию испытывал. То есть все это пишем для того, чтобы в дальнейшем вернуться, открыть какую-то свою торговую сессию, например, и прочитать, какая сделка, почему у вас был здесь минус по какой-то сделке. То есть я эти записи сейчас не веду, раньше, да, вел. Ну, то есть когда у меня был блокнотик, это все записывал. То есть именно так пользуемся дневником трейдера, который доступен всем, каждому из наших партнеров. Ссылка находится на наш торговый терминал с дневником трейдера, с нами, с нашими, со всеми обучающими материалами, то есть Академия трейдинга, блог, все доступно нашим партнерам. Поэтому все ссылочки в описании. Не забываем лайки, не забываем подписочку. Не забываем про комментарии написать, как вам данная стратегия, как она у вас отрабатывает, как она у вас в будние дни отрабатывает. Все пишем обязательно. Желаю вам много денег. Увидимся скоро. Пока-пока.